Всем привет! Вы на канале Паутинка Книт. Меня зовут Валентина. В сегодняшнем видео будем вязать вот такой вот стильный летний джемпер-сетку, который можно сочетать с любой одеждой, носить с чем угодно и надевать куда угодно. Как говорится, и в пир, и в мир. Джемпер вяжется крючком, вяжется несложно. Все размеры в сантиметрах я указываю в конце видео. Мой джемпер связан на размер 42. По этому мастер-классу вы сможете связать джемпер на любой размер, а также сможете связать и ребенку. Как это сделать, я рассказываю и показываю в видео. Как ни удивительно, здесь мы вязали все без расчетов, рассчитывать ничего не нужно, так как модель свободная. Я буду вязать из пряжи Baby Cotton от Gazelle. Здесь 50 грамм и 165 метров. Думаю, многие знают эту пряжу. Цвет у меня вот такой нежно-желтый. Номер цвета 3413. Буду вязать в одну ниточку крючком номер 3. Почему для этого изделия я выбрала именно эту пряжу? Потому что она мягкая и пластичная. Допустим, с таким же метражом есть пряжа джинс от Yarn Art. У Gazelle тоже есть джинс, но я еще из нее не вязала, поэтому не знаю, насколько мягкая или твердая ниточка. Могу сравнить с джинсом от Yarn Art. У джинса ниточка гораздо грубее, чем вот у Gazelle Baby Cotton. Именно вот у этой пряжи. И для этого изделия нам нужна именно мягенькая пряжа, для того, чтобы полотно было пластичным. Если будете вязать из джинса, то тогда будет немножко более грубоватое полотно. Не совсем грубое, но не такое пластичное, как вот из этой пряжи. Петли набирать мы будем крючком на пол размера больше. Я взяла 3,5 и набираю просто цепочку из воздушных петель. Оставьте здесь вот немножечко, там сантиметра 3-4 хвостик, чтобы нам его потом удобно было спрятать. И обычные воздушные петли мы набираем такое количество, которое нам нужно. Мы будем вязать поворотными рядами, начиная с рукава. И вот мы набираем столько петель, какая ширина рукава нам нужна. Можно взять сантиметр и сантиметром примерно прикинуть, какая ширина рукава вам нужна. Но рукав не должен быть узкий. К примеру, вот так вот прикидываем. Я сложила сантиметр пополам, но можно этого не делать. Допустим, вот такую ширину рукава вы хотите, да, 18 сантиметров. И, значит, это одна сторона рукава. И вот вторая сторона рукава нам нужно эту двойную длину набрать. Либо сразу вот так вот сложите, мерите и набирайте то количество сантиметров, которое у вас вот получилось при сложении. Можно набирать и прям отмерять по сантиметру. И можно набрать на 2 сантиметра больше, к примеру. Я набрала 74 петли. Количество петель должно быть четным. И набирала петли крючком большего размера. И я набираю 3,5. Теперь крючок нам нужно поменять. Беру рабочий крючок номер 3. И дальше уже буду вязать им. Крючком большего размера мы набираем цепочку из воздушных петель для того, чтобы потом вот этот край, когда мы будем вязать дальше, не был стянут. И одну вот эту петлю пропускаю. И в следующую петельку я начинаю провязывать не за вот одну вот эту ниточку верхнюю, иначе дырочки будут, а вот так вот за обе. Здесь, если посмотреть, у нас 1, 2, 3 ниточки. И вот под 2 ниточки я провязываю столбик без накида. Провязываю столбики без накида в каждую петелечку до конца ряда. Крючок большего размера нам больше не понадобится. Он нам нужен был только для набора петель. Дальше мы будем вязать все нашим вот этим рабочим номером. Провязываем полностью весь ряд столбиками без накида до самой вот первой петелечки. Мы довязали до конца ряда.
столбики без накида. И теперь вот это вот у нас здесь есть хвостик вот такой вот, который мы вначале оставляли от наборной цепочки. Мы его сейчас сразу вяжем вот в эту петлю подъема, и нам уже не надо будет прятать эту ниточку, и с краешку потом этого утолщения даже не будет видно. Зато ниточка сразу будет спрятана. Мы здесь набираем 3 воздушные петли подъема. Стараемся эту ниточку тоже туда забрать, чтобы она уже там осталась вся. Поворачиваем вязание. Вот так вот выглядит у нас теперь это провязанные столбики без накида. 3 воздушные петли подъема набрали, набираем еще 1 воздушную петлю. Набираем 2 накида на крючок. Вот здесь вот пропускаем первую петельку, самую первую, и в следующую мы провязываем столбик с 2 накидами. Провязываем 1 воздушную петельку, пропускаем 1 петлю вот здесь и снова провязываем столбик с 2 накидами. Воздушная петля, 1 петлю пропускаем, сюда снова столбик с 2 накидами. И так продолжаем провязывать весь ряд. Мы довязали ряд, вот как это выглядит. И у нас вязание этого ряда должно закончиться столбиком с 2 накидами. Вот здесь в начале ряда вот эти вот воздушные петли подъема 3, они у нас считаются тоже как столбик с 2 накидами. Вот здесь в начале ряда у нас с них начинается, и ими же, получается, заканчивается. Каких дополнительных петель мы не набираем. У нас вот эти вот столбики, первый и последний, служат как бы кромочными петельками. Теперь мы провязываем 1 воздушную петельку подъема, вязание поворачиваем. И дальше мы начинаем провязывать ряд столбиками без накида. Смотрите, вот эта воздушная петелька подъема у нас идет ровно над вот этим столбиком. Она компенсирует как раз вот эту вот петельку. Поэтому вот сюда в первую петлю мы никакой столбик не провязываем. Вот сюда. Мы провязываем сразу вот в этот промежуток. Петлю подъема сделали, она у нас считается за вот этот первый столбик. Теперь мы провязываем в промежуток. Это где у нас 1 воздушная петля была. Теперь мы провязываем ровно над столбиком. Столбик без накида. Теперь мы провязываем в промежуток. Следующее ровно над столбиком. Для того, чтобы количество петель не увеличивалось и не уменьшалось, нужно обязательно следить за началом ряда. Как я показывала, здесь в первом ряду мы набираем 3 воздушные петельки подъема и провязываем 1 воздушную петлю. И здесь сразу петельку пропускаем и потом только столбик провязываем. Также и в начале вот этого ряда столбиков без накида. Смотрите, как я его провязывала. Сделала воздушную петельку подъема и сразу в промежуток провязала столбик без накида. Вязываем столбики без накида до конца ряда. Точно так же, как я сейчас показывала. В столбик, в промежуток, в столбик, в промежуток. Мы дошли до конца ряда. И вот я провязала над вот этим вот предпоследним столбиком с 2 накидами столбик без накида. И теперь у меня остался, получается, промежуток и вот этот вот наш кромочный столбик. Теперь я провязываю в промежуток и в кромочный столбик, получается 1, 2, 3, вот в эту 3-ю петельку верхнюю. Также провязываю столбик без накида. Эта ниточка у нас это вот от наборного края. Мы ее просто здесь обрежем, хвостик этот. Все, ряд у нас закончен. Теперь мы провязываем 3 воздушные петли подъема. Вот в этих рядах со столбиками с 2 накидами будем провязывать в начале ряда 3 воздушные петли подъема. Мы поворачиваем вязание. И теперь провязываем 1 воздушную петлю. Здесь у нас уже теперь пошел узор. 1 воздушная петля — это вот этот вот промежуток. Мы снова здесь пропускаем вот эту вот петельку. Вот в эту самую-самую первую мы не провязываем, получается, не
в рядах столбиков без накида, не в рядах столбиков с 2 накидами, потому что у нас вот этот вот столбик кромочный, вот он у нас над столбиком он идет, и поэтому вот эту вот петельку мы вообще не считаем за петлю, вообще не замечайте ее, петлю, из которой идет вот этот вот петли подъема. Если вы будете ее провязывать, у вас петли будут увеличиваться, поэтому следите внимательно за началом ряда. Вот, мы пропускаем вот эту вот петельку, получается петля, вот она, над промежутком. Здесь уже легче ориентироваться, потому что петли идут друг над другом. Получается, мы воздушную петельку вот эту вот сделали здесь над вот этой вот петлей, которая идет над промежутком, и провязываем столбик с 2 накидами, следующую петельку, над столбиком предыдущего ряда. Они располагаются, эти все петли, прям ровно друг над другом. Если вы будете за этим следить, у вас никаких увеличений полотна не будет. Вот видите, этот столбик, он ровно, вот эта петелька, она идет ровно вот прям над этим столбиком. И получается, вот этот столбик мы провязываем ровно над этим столбиком. Провязываю воздушную петлю, столбик с 2 накидами, воздушную петлю, здесь пропускаю петельку, не забываем, между столбиками с 2 накидами, столбик с 2 накидами, и точно так же я этот ряд провязываю, как первый. Получается, вот этот ряд, столбик с 2 накидами, это у нас лицевой, а ряд столбиков без накида это изнаночный. И таким образом мы будем провязывать все полотно. Здесь сложного ничего нет, главное, что следить за началом ряда. Располагайте вот эти вот петельки ровно друг над другом, что промежутки, что вот эти вот столбики с 2 накидами. И тогда количество петель у вас будет одинаковым. Все, провязываем полностью всю высоту рукава до подмышки. Просто прикладывайте, примеряйте, достаточно ли вам этой высоты. Я связала уже полотно вот такой вот величины. Получается, если посчитать вот эти вот ряды столбиками с 2 накидами, у меня здесь в высоту получается 21 ряд с этими столбиками. Заканчиваем вязать рукав рядом столбиками без накидов. Вот так вот складываем его пополам. Это чтобы образно видеть. Вот здесь нижняя часть, она получается под мышкой. Вот эта часть верхняя, она там, где у нас предплечье оказывается. Сейчас мы будем вязать тело джемпера, и рукав еще немножко опустится. Поэтому не вяжите слишком большую длину, такая, которая у вас спустится очень сильно ниже запястья, если, конечно, вы не хотите специально длинные рукава. И я закончила вязать рядом столбиков без накидов. Теперь эту ниточку я здесь обрежу, потому что нам нужно будет начать вязать с лицевого ряда только сначала. Вообще сеточка такая, что ее можно носить и с этой стороны, и с этой стороны. Просто я для удобства условно говорю, что лицевой ряд у нас ряды столбиками с накидами, а изнаночные ряды столбиками без накидов. Для того, чтобы нам ориентироваться, с какого ряда нам начинать и заканчивать вязание. Так, длину рукава связала, ниточку обрезаю. И просто вот ее затянула. Кстати, когда у вас закончится моток, новый моток присоединяйте в начале ряда, для того, чтобы у нас посреди полотна не было никаких некрасивых вот соединений. Так, это наш рукавчик. Складываем пополам. Шов у нас будет внизу руки, получается под мышкой. Это у нас будет верх. Вот здесь сверху у нас будет горловина. Не прямо сейчас, чуть-чуть подальше. Поэтому нам нужно сейчас этот рукав разделить напополам. Посчитаем вот эти вот квадратики, разделим поровну и поставим маркер. У меня нечетное количество квадратиков, 37. И поэтому у меня маркер будет стоять не вот именно по вот этой петле столбика с накидом,
а получается одну петельку. Вот так вот я беру для верха горловины. Маркером отделяю именно вот этот вот один квадратик. Поставлю маркер с этой стороны и вот сюда с этой стороны. Чтобы знать, что у меня в середине вот эта одна петелька. Можно поставить, конечно, посередине просто вот этой вот петли и уже ориентироваться, вязать до вот этих вот столбиков. Все, маркеры поставили, отделили ровно середину. И теперь нам нужно прикинуть, какой длины мы хотим тело. Вот мы рукав пополам сложили, вот здесь у нас будет горловина. Сначала будет вязаться плечо, затем будет горловина. Вот эта часть, которая от рукава, она у нас пойдет на тело. Поэтому какая-то часть тела, вот до груди, да, к примеру, вот здесь, будет закрыта. И мне нужно померить, сколько я еще хочу в длину связать для того, чтобы именно какой длины сам джемпер у меня должен быть. Это я могу сделать просто прикинув вот эту уже связанную сетку. Так как у нас сейчас пойдет поперечное вязание, будем вот так вот вязать. Получается плечо, а это низ, пояс. Здесь будет плечо у нас, а здесь будет у нас пояс. Я прикинула вот это вязаное полотно, приложила к себе и посчитала, сколько квадратиков мне нужно до полной длины изделия. К примеру, у меня здесь на рукаве в половине 18 квадратиков. Считаю именно квадратиками вот этим, потому что так удобнее. В каждом квадратике у нас 2 петли получается. У меня здесь 18 квадратиков, а до полной длины изделия мне нужно 30 квадратиков. То есть мне сейчас нужно добрать недостающее количество петель для того, чтобы связать длину изделия, чтобы вязать уже тело изделия. Вот у меня 18 квадратиков, а мне нужно 30 квадратиков. То есть 12 квадратиков мне нужно добрать. В каждом квадратике у нас 2 петли. 12 на 2 это получается 24. 24 петельки мне нужно вот здесь вот набрать. Так, поворачиваем наш рукав той стороной, где у нас лицевая, где мы вяжем столбики с 2 накидами. Оставляем. Так, вот у нас здесь как раз ниточка. Теперь мы берем тот же крючок большего размера, которым мы набирали петли, и берем ниточку от мотка и начинаем также набирать петли. Так, оставим здесь тоже немножечко хвостик и добираем недостающее количество петель. У меня 24. Наберу 25 на всякий случай. Набрала петли, теперь меняю крючок. Беру свой рабочий крючок, вдеваю уже в эти петельки, а теперь беру рукавчик на том месте, где мы закончили вязать. И этот ряд мы будем провязывать ряд столбиками с 2 накидами. Поэтому вот петельки набрала и сразу теперь делаю двойной накид. И вот сюда вот самую первую, это которая у нас кромочная, мы обычно здесь делаем петли подъема, но сейчас мы сюда сразу вяжем столбик. Провязываем столбик с 2 накидами. Провязали. Эту ниточку мы потом спрячем в полотно. Теперь провязываем одну воздушную петельку подъема. Здесь одну пропускаем и дальше провязываем столбик с 2 накидами. То есть продолжаем вязать тот же узор, который мы и вязали. Вот здесь у нас узор продолжается. Здесь мы его тоже начнем вязать. Здесь мы добрали в начале ряда, получается, петельки на тело. И теперь дальше продолжаем вязать все петли рукава. Сейчас пока мы будем здесь еще полностью провязывать рукав, поэтому нам нужно маркер для удобства провязывания убрать вот с этих вот петелек вот сюда. К примеру, вот здесь я просто отмечаю, что здесь у меня середина. И позже я буду именно до этого места провязывать, маркеры переставлю подальше. Пока сейчас я их немножко переставляю вот сюда вот в полотно, чтобы они мне вот здесь вот не мешали провязывать. И сейчас вот мы провязываем как раз сюда до конца. Я довязала, получается, полностью до конца ряда. И вот это последний наш столбик, который кромочный.
провязала его. Теперь я меняю крючок на тот, которым я набирала петли, на полразмера больше, у меня 3,5. И здесь я начинаю тоже набирать цепочку из воздушных петель. Делайте их не тугими, чтобы у нас опять же вот здесь вот край не был стянут, поэтому мы набираем крючком большего размера, так же как и здесь. Сколько мы петель набрали вот здесь вот в начале ряда, столько же петель нам нужно будет набрать и здесь в конце ряда. Набрала свои 25 петель, которые я набирала в начале ряда. А теперь беру рабочий крючок, поворачиваю эту цепочку. Смотрите, не перекрутите, аккуратно нам дальше провязывать по рукаву, где у нас уже провязано. И начинаем провязывать ряд столбиками без накида. В каждую петельку мы провязываем. Провязала все воздушные петельки, и теперь дальше я просто провязываю наше уже провязанное полотно, как мы до этого провязывали, в петельку, в отверстие, в петельку, в отверстие. Провязываю до конца, и здесь также провязываю в каждую петельку до конца ряда. Довязала до конца ряда. Здесь опять захватываю вот эту ниточку от напорного края, чтобы ее сразу спрятать. Теперь здесь я набираю наши воздушные петли подъема 4 и 1 петля уже узора. Одну петельку пропускаю, и в следующую петельку я провязываю столбик с 2 накидами. Сейчас мы уже начинаем вывязывать узор, который мы вывязывали ранее. Снова воздушная петля, 1 пропускаю, и дальше столбик с 2 накидами. Продолжается вязание той же сетки. Мы сейчас сетку провязываем, у нас просто вот здесь, например, может не хватить 1 петельки, либо лишняя 1 петелька. Возьмите, просто посчитайте с этой стороны. Например, смотрите, вот здесь в этой петле, вот в этой, у нас должен быть столбик с 2 накидами, да, у нас же все петли располагаются друг на друга. Затем пропуск, столбик, пропуск, столбик, пропуск, столбик. И вот так вот вы считаете до конца ряда, где у вас должны располагаться столбики. Чтобы у нас узор потом был ровный, чтобы все сошелся. Ничего страшного, если вот здесь вот в самом начале вы пропустите, к примеру, 2 петелечки, это не будет заметно. Если у вас вдруг 1 лишняя петля. Ну или тогда вот здесь вот пропустите 2. И затем дальше уже, когда дальше мы будем вывязывать узор, уже вывязывайте так, как нужно, по 1 петельке. 1 над столбиком, 1 в отверстие, 1 над столбиком, 1 в отверстие. Все петельки у нас располагаются друг на друга. Теперь мы провязываем полностью этот ряд до конца, уже провязывая вот эту часть тела. Разворачиваемся, вяжем столбики без накида. И таким образом мы провязываем какое-то небольшое расстояние вот здесь вот, до того момента, когда мы будем вывязывать горловину. Так как у нас здесь широкая горловина должна быть, поэтому мы здесь не слишком много будем провязывать рядов. Ориентируйтесь сами, немножечко прикиньте, чтобы до вот этой вот ключичной кости, вот здесь вот, где она смыкается на плече, у вас было вот это вот расстояние. Ну, полностью со всей длиной рукава. И вот вяжите до тех пор, пока не дойдете до вот этой ключичной кости. Вот какое расстояние я связала. Получается 6 рядов с дырочками. 6 считается не отсюда, а как мы помним, здесь у нас были воздушные петли, и ряд начинался вот здесь. Вот как раз у нас здесь ниточка, когда мы закончили рукав. Получается 6 рядов. И вот у меня маркеры стоят вот здесь. Примерила. Вот это теперь у меня расположение, какое мне нужно. Теперь я буду вывязывать горловину. Для этого я переставлю маркеры с этого места напротив тех же петелек. Для точности можно заново все пересчитать, чтобы здесь было одинаковое количество
вот этих вот квадратиков, чтобы у нас потом никаких сюрпризов не возникло. И теперь будем вязать каждую часть тела отдельно. Сначала вяжем эту часть отдельно, потом эту часть отдельно. Затем будем также соединять в середине и вязать вот эту вот часть вот такую же. И затем только будем вязать рукав. Начинаем провязывать, как всегда, с нашего условного лицевого ряда. Это у нас столбики с 2 накидами. Провязываю 4 петли подъема и 1 петлю узора, воздушную петлю. И дальше провязываю столбики с 2 накидами. Также весь ряд до вот этого маркера. Довязала до своего первого маркера. Напомню, что у меня здесь нечетное количество петель, поэтому я выделила маркерами вот эту вот центральную петельку. Если у вас количество петель четное, то просто ставьте маркер на уровне столбика с накидом. Просто пополам разделяйте и все. Довязали до маркера. Его можно не убирать, можно убрать. Провязываю воздушную петельку подъема. И разворачиваю вязание, иду в обратном направлении. Все точно так же теперь мы провязываем, как мы провязывали до этого. Только лишь с тем условием, что мы сейчас вяжем одну часть, одну сторону тела джемпера. Ну, либо перед, либо спинку. Неважно, тут все одинаковое. Провязываем вот здесь вот такую длину, чтобы примерно, опять же, нам соединить на уровне второй вот этой вот ключичной кости, чтобы у нас разрез по горловине был от одной косточки до другой, чтобы горловинка у нас была открытая. Учитывайте, что здесь нам нужно будет провязать вот эти 5 рядов, еще после того, как мы соединим вот здесь вот 2 части, соединим на плечике. И дальше будем провязывать еще вот эти 5 рядов. Мы здесь провязали 6, но этот 6-й ряд у нас в рукав уходит, потому что мы здесь воздушные петли набирали, он уходит в рукав. И поэтому от тела здесь остается 5 рядов. Это 6-й ряд, это я сейчас провязала. Получается, когда мы 2 эти части свяжем, соединим тело, и нам нужно будет еще 5 рядов провязать у тела. Поэтому сейчас, когда вы вяжете вот эту ширину, ориентируйтесь, что после соединения плеча нам нужно будет провязать еще 5 рядов. И чтобы вот эта вот ширина не была слишком чересчур прям большая, либо слишком узкая. Вот, имейте в виду, что будут еще довязаны вот эти 5 рядов ширины тела. Все, теперь мы провязываем вот эту часть до ключичной кости, учитывая, что потом еще провяжем 5 рядов. Затем ниточку обрываем и присоединяем ее в том месте, ну вот, допустим, у вас маркер здесь стоит, да, сюда же присоединяем, сюда же в эту же петельку, либо если у вас нечетное количество вот этих квадратиков, то вот сюда вот, так же, как у меня, присоединяем и начинаем вязать с лицевого ряда, с ряда вот этих столбиков с накидами. Также делаем 4 воздушные петли подъема и 1 узора. Все точно так же, как мы провязываем. И вяжем потом эту сторону на такое же количество рядов, как и эту сторону. Прикидывайте все, примеряйте на себя. Вот я провязала по отдельности 2 части. Начала вот здесь вот, как показывала, и провязала вот эту часть, и затем присоединила вот здесь вот ниточку, начала с лицевого ряда и лицевым рядом закончила и эту сторону, и эту сторону. Сейчас мы будем соединять вот эти 2 части, это наше второе плечо, провязывая изнаночный ряд. Всего я связала, считаю ряды вот этих вот квадратиков, 12 рядов с столбиками с 2 накидами. Также и с этой стороны. Сейчас мы находимся на лицевой стороне, переворачиваем на изнанку нашу работу, и у меня ниточка закончилась, я присоединяю новую ниточку и начинаю провязывать изнаночный ряд.
провязываю изнаночный ряд столбиками без накида, провязываю полностью до конца. Довязала одну сторону. Чтобы присоединить другую сторону, нам нужно посмотреть, что у нас было здесь. Если у вас маркер стоит просто на уровне, где вот столбик с накидом, то вы тогда просто продолжайте вот здесь вот вязать. Нам нужно здесь не пропустить петельки, которые у нас были вот здесь. Получается, сейчас я закончила на вот этом вот, на уровне вот этого столбика с накидом. Затем мне нужно провязать вот эту петлю и затем только присоединить вторую часть, потому что у меня здесь между двумя половинками один квадратик. Получается, столбик с накидом — это вот он, второй столбик с накидом — вот он, и между ними еще должна быть петелька. Поэтому я сейчас здесь делаю одну воздушную петлю и затем только присоединяю вторую сторону. Присоединяю на месте столбика с накидом и дальше продолжаю вязать изнаночный ряд. Провязала изнаночный ряд, теперь поворачиваюсь на лицевую сторону и теперь мы продолжаем вязать наш узор, уже полный ряд, провязывая эти обе соединенные стороны вот такое вот расстояние. Вот здесь у меня стоят маркеры, здесь я разделяла полотно на две части. Теперь мы его соединили и продолжаем вязать тело на такую же ширину, которая у нас была вот здесь, в этой части. Так, получается у меня 1, 2, 3, 4, 5 рядов столбиками с накидами. И вот эти ряды столбики без накидов, всего должно быть 10 рядов у меня. Закончу здесь провязывать общую вот эту часть изнаночным рядом. Провяжу 5 лицевых и 5 изнаночных рядов. Все, я связала свои 5 рядов после соединения плечика. Напоминаю, что здесь мы вязали ряд, после того, как мы связали рукав, мы начинали, здесь набрали воздушные петли и начали вязать ряды столбиками с накидом. И получается, что эти ряды у нас ушли в рукав. Вот этот ряд столбиками с накидом, он у нас ушел в рукав. Поэтому с этой стороны мы его не считаем. Вот от маркера, сколько у нас идет до конца вот здесь вот рядов, у меня их 5. Но я считаю ряды именно вот эти вот с дырочками. Если считать еще ряды изнаночные столбиками без накидов, получается 10 рядов. Вот с этой стороны я их и связала. Я связала 10 рядов. Теперь я буду уже вывязывать рукав второй. Для того, чтобы начать вывязывать рукав, я обрежу вот эту ниточку, так как у нас рукав начинается не здесь. Вот у меня начинается рукав вот с этого столбика. Посчитайте, сколько у вас вот здесь вот столбиков. И столько же отсчитываем здесь. И вот у меня здесь начинается рукав. И мы сейчас начинаем вязать лицевой ряд. Присоединяем ниточку. Провязываем 4 воздушные петли подъема и 1 петлю узора. Делаем 2 накида, 1 петельку пропускаем. И над столбиком предыдущего ряда мы провязываем столбик с 2 накидами. Затем делаем воздушную петлю и опять столбик с 2 накидами. Ну, провязываем все точно так же, как мы и провязывали до этого. Сейчас мы провязываем лицевой ряд до того места, где у нас заканчивается рукавчик. Можно вот отмерить вот здесь, вот тоже посчитать также вот это расстояние и поставить маркер. И затем мы развернемся, будем вязать изнаночный ряд, столбики без накидов. И таким образом мы продолжаем вязать всю длину рукава, столько же рядов, сколько у нас было вот здесь вот по первому рукаву, когда мы его вязали в самом начале. Закончим рядом столбиками без накидов. Я закончила вязать всю длину. И теперь вот эту ниточку здесь я не обрезаю, а вытягиваю побольше петельку. И моток вставляю в эту петлю и затягиваю петельку. Этой ниточкой мы будем сшивать
джемпер, поэтому я не обрезаю, чтобы не было новых присоединений. Так как наш джемпер можно носить на любую из сторон, теперь нам нужно выбрать, какая сторона у нас будет правой. Я решила так и оставить, как мы вязали, правой стороной ту, на которой мы вязали столбики с накидами. Теперь нам нужно сложить джемпер пополам. Вот этот рукав, который мы только что закончили. Также складываем тело джемпера. И теперь будем его сшивать. Сшивать буду я его крючком. Если хотите, можете взять иглу. Вхожу крючком в первую петельку этой стороны и в первую петельку этой стороны. Вытягиваю петельку. Сделаю сейчас одну петлю подъема для удобства. Вхожу в петельку этой стороны и в петельку этой стороны. Вытаскиваю ниточку и провязываю. Соединительными столбиками буду входить в каждую петельку и провязывать. И так полностью я буду делать шов по этой стороне. Пришью рукав, вот эта подмышка, и боковой шов сделаю. Затем я перейду ко второй стороне. Присоединю ниточку. И точно так же соединительными столбиками прошью эту сторону, тело и рукав. Либо начните с рукава, затем тело. Я уже сшила все швы. Шов вот такой вот аккуратненький получается. С лицевой стороны это, а это изнанка. Вот он. Подмышкой вот он идет вот так. И вот он. После того, как мы сшили обе стороны, нам нужно обвязать рукава, горловину и низ джемпера. Я это уже сделала. Не стала снимать, так как здесь показывать нечего. Я просто обвязала столбиками без накида одним рядом. Обвязала вот рукав один. Вот второй рукав. Горловина. Просто один ряд столбиками без накида. И также низ джемпера полностью по кругу. И все. И теперь мы джемпер стираем и проводим ВТО. Как проводить ВТО? Есть отдельное видео. Ссылочку оставлю в правом верхнем углу. Переходите и проводите ВТО правильно. Я постирала джемпер, провела ВТО. Он уже полностью высох. И посмотрите, как выровнялось полотно после ВТО. Стало идеально ровное. И полностью на джемпер у меня ушло 5 моточков. И вот эти 2 моточка, это все, что осталось от 5 мотков пряжи. Получилось очень бюджетно, стильно и по-летнему. В итоге на ширину по телу у меня ушло 22 ряда квадратиков. То есть один ряд это квадратики, а второй ряд это ряды столбиков без накида. Их я здесь не считаю. Вот 22 квадратика. На горловину у меня здесь 12 квадратиков в ширину. Для размера 42 это отлично. Если будете вязать размер больше, либо у вас грудь больше, чем 85 сантиметров, то тогда вот эту часть нужно провязать побольше. Но для размера 44 вот эта ширина будет уже более тесной к телу. Тесно не будет, конечно, но будет не настолько свободно, как вот для размера 42. И для объема груди до 85 сантиметров. И вот эту часть для размера 44 тоже нужно сделать пошире. Ну, а для всех остальных размеров, которые идут дальше, естественно, здесь пошире и здесь пошире, и рукава там подлиннее, возможно, будут. И длина рукава у меня тоже состоит из 22 квадратиков, так же, как и вот здесь вот. Все здесь выглядит аккуратно. У нас здесь нет никаких ниточек, все спрятано. Вот, посмотрите. Показываю так, потому что полностью не влезает. Также и с изнаночной стороны у нас тоже все аккуратненько. Все точно так же, как по лицевой стороне, только у нас здесь проходит вот такой вот шов.
Так, в сантиметрах у нас получается так 47 сантиметров. Это вот ширина тела. Так, ширина горловины, если вот положить, вот так вот ровненько растянуть, 29 сантиметров. Ну и длина рукава, она у всех разная, но я измерю свою. Тоже 47. Так же, как и ширина тела. Ну да, здесь у нас одинаковое количество рядов, поэтому одинаково в сантиметрах. И длина изделия получается 32 сантиметра. Вот так вот без расчетов получается красивая стильная вещь на лето. Вяжется несложно, как вы заметили. Также по желанию на низ джемпера можно связать бахрому. Кому понравился данный мастер-класс, не забудьте поставить лайк, а также подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомлений о выходе новых видео. Свои работы по моим мастер-классам выкладывайте по тегу, который указан на экране. Буду очень благодарна за вашу обратную связь. Всем приятного вязания!